Ну что, вот он, один из тех спортейджей, который был в предыдущем видео. Извиняюсь за стаканчик с кофе. Мы двигатель собрали. К сожалению, я не успел показать, как его собирали. Просто покажем, что он работает. Давайте заведем. Все, стуков нет, все ровно. Клапана отрегулировали. Тут есть небольшие хитрости. Можно притиркой догнать до размеров. Можно поменять стаканчики местами. Ну, в общем, выкрутить что-то без особых затрат для клиента. Вот. Сегодня сейчас привезут и второй блок. И второй блок мы постараемся вам заснять и показать на втором спортейдже, как он выглядит. Ну что, вот он наш блок. Вернулся с гильзовки. Так, попробуем показать чуть. Видите? Все. Цилиндры восстановились. Все отлично. Вот в нашем случае вот они поршеньки новенькие. Поршень растачивается, по поршню точнее растачивается каждая гильза, вот номерок. 4 поршня, каждый по-разному метит. Они помечены каждый для себя. Теперь остается напрессовать на шатун поршень, он под нагревом прессуется, и собрать двигатель обратно. На ваш вопрос: нет, мы не вырезаем масляные форсунки. Все почему-то спрашивают, где-то начитались, говорят, что это просто супер. Мы говорим, что это в принципе без разницы, докажите обратное. После нашей гильзовки двигатели тоже уже по 100, кто-то и по 200 тысяч отбегал, и ничего. Поэтому тут не факт, что масляная форсунка прям творит чудеса. Поэтому будем собирать, заводить, я думаю, все будет отлично. Добрый день, компания Zapke. Сегодня к нам прибыл вот такой замечательный автомобиль Kia Optima с двигателем G4 KD. Сейчас мы будем, в общем-то, запускать двигатель, слушать посторонний шум. Ну, всем известная проблема — это задиры в цилиндрах. Думаю, это не исключение. Двигатель запустили. Можете слышать этот металлический стук. Сейчас мы откроем капот, чтобы лучше было слышно. Обратите внимание, как он работает. Работает, в принципе, ровно, но не совсем тихо. Сейчас мы будем его разбирать, снимать, да и, в общем, в целом смотреть, что там внутри. Итак, двигатель сняли. В процессе разбора. Вот он на столе. Как видите, снимается он довольно просто. Вместе с коробкой передач с АКПП. Также отдельно снимается жгут проводки. Все на разъемах, все придумано. Очень удобно для того, чтобы снимать и обслуживать двигатель. Итак, двигатель мы сняли. Блок разобрали. И видим уже известную картину. Задиры на цилиндрах. Первый вроде как нормальный. Второй, можете наблюдать, задиры. Третий также задиры. В четвертом чуть менее, но тоже есть. И сами непосредственно поршни. Первый, второй, третий и четвертый. Сейчас будем гильзовать блок, ставить новые поршня. Сейчас у нас остаются старые. И, собственно, собирать все в обратном порядке. Что, вон и тот же двигатель, который мы показывали вам, блок загильзованный, собрали. Все работает тихо. АИС более чем жив. Еще побегает, клиент доволен. Все будет хорошо. Так что приезжайте, поможем и вам. Ну что, наш блок от Kia Optima вернулся. С гильзовочки, так, сейчас покажем. Вот видите, хон нанесли. Свеженькие гильзы стоят, жизнь налаживается. Приступаем к сборке. Промерим вот еще здесь наша головка, как раз она остывшая, есть возможность промерить зазоры. Посмотрим, поставим новые, как всегда, поршня оригинальные, кольца новые, стандартные, ну и комплект прокладок и болты новые. Сейчас соберем. Когда его скомплектуем, тут все просто. Заведем, и вы услышите результат нашей работы. Доброе утро. Ну что, мы собрали наш двигатель.
Установили его, заводим. Как слышите, нету побочных стуков, двигатель работает хорошо. Прогреваем, будем отдавать хозяину. Всем удачи, пока.